Всем привет! С вами Татьяна. Мой канал посвящен вязанию крючком. И сегодня у меня очередной эксперимент из меховой пряжи. Я в этом сезоне просто подсела на нее основательно. Я уже связала несколько сумок, несколько шапок из нее. Мастер-классы на эти изделия у меня есть на канале. Ссылочки я оставила в описании. И сегодня я решила попробовать связать еще вот такую вот панаму. Не знаю пока, правда, нравится она мне или нет, пока еще не поняла, и буду ли я ее носить, тоже не знаю. Но раз уж я ее связала, решила с вами поделиться этой идеей. Эта шляпа связана на взрослый размер 58, но по моей инструкции вы сможете связать любой размер, который вам нужен. Ну что ж, я буду начинать, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Желаю всем приятного просмотра. Вязать я буду вот из такой меховой пряжи, которую я купила на Wildberries. Не обязательно брать именно ее, главное попасть в метраж. У меня здесь на 100 граммов 60 метров, то есть можно брать любую аналогичную пряжу. И крючок номер 5. На шапочку 58 размера у меня ушло чуть больше двух таких моточков, 230 граммов. Итак, приступаем к вязанию. Начинать будем с макушки, которая будет представлять собой идеальный круг. Такой круг мы уже вязали для шапки-ушанки меховой, которая недавно вышла на моем канале. Вот сейчас будем вязать точно такой же. Значит, смотрите, размер этого круга какой должен быть. Он должен быть на несколько сантиметров меньше окружности вашей головы. Точнее, окружность этого круга должна быть на несколько сантиметров меньше. Вот, например, если я вяжу шляпу на 58 размер, окружность головы 58, то окружность моего готового круга должна быть где-то 54-55 сантиметров. Вот. Окружность не путаем с диаметром. Итак, начинаем с кольца амигуруми. Таким вот образом. Выводим первую петлю, провязываем ее воздушной петелькой. Теперь, когда сделали воздушную петлю подъема, сразу установим на нее маркер, чтобы нам не запутаться, где у нас будет начало ряда. Так, теперь набираем в это кольцо 8 столбиков без накида. Сильно не затягиваем, потому что потом будет сложно затянуть кольцо, если сделаем слишком плотные петельки. Так, я уже набрала 4, 5, 8. Теперь затягиваем кольцо. Ну, вот о чем я как раз и говорила. Так, все. Так, и смотрите, вот для чего я сюда установила маркер, чтобы мне видеть вообще хоть примерно, да, в какую петельку мне нужно сделать теперь соединение ряда. Вот здесь у меня воздушная петля, значит, где-то здесь рядышком с ней первая горизонтальная петля ряда. Вот в нее мне нужно сделать соединение. Я ее буквально буду нащупывать. Вообще тут петли практически находятся на ощупь, то есть их практически не видно при вязании с такой пряжи. Вот я сделала соединение соединительной петлей. Дальше сразу сделаю воздушную петлю для следующего ряда и переустановлю маркер на нее. Все, этот маркер буду переустанавливать в каждом рядочке на воздушную петлю. Далее, теперь будем вязать круговыми рядами, вот такими вот соединительными, с соединением точнее, делая в каждом ряду по 8 прибавок. Соответственно, если у нас сейчас 8 петель на окружности, то в каждую петельку я должна сделать
по одной прибавке. Таким образом получится 16 петель во втором ряду. Далее, ну, как я уже сказала, здесь уже придется вязать практически на ощупь. И чтобы не запутаться, я каждую петлю буду считать. Вот здесь, да, вот такая особенность, такой вот недостаток, да, этой пряжи в том, что придется считать вот просто каждую петлю на протяжении всего вязания. Иначе можно легко запутаться и потерять какие-то петельки. Так, в общем, воздушную петлю подъема я сделала. Нахожу первую петельку и в нее провязываю 2 столбика. Дальше на ощупь нахожу вторую петельку и провязываю в нее тоже 2 столбика. Далее третью петельку и так далее. Смотрите, чтобы изделие потом в итоге было пушистее, я петельку вот так вот немножко вытягиваю, да, чтобы высвободить мех из вязаного полотна. Потом чуть-чуть затягиваю обратно до обычного нормального состояния. И потом только провязываю. И эту петельку также можно чуть подвытянуть и потом немножко затянуть обратно, чтобы мех, вот, да, который тянется за крючком, он там не оставался, а высвобождался как бы, да, из петель. Так, я уже провязала 4 петли, соответственно, точнее, сделала 2 прибавки. 5, 6. 16 провязала, 16 столбиков. Теперь соединяю ряд. Сначала делаю соединение, а потом переставляю маркер. Точнее, потом воздушную петлю, а потом переставляю маркер. Вот так. Далее на окружности 16 петель. Делаем 8 прибавочек, соответственно, в каждой второй петле у меня будет прибавка. И петли считаю. Провязала третий ряд. Итого на окружности у меня уже 24 петельки. И таким образом в каждом ряду окружность будет увеличиваться на 8 петель. То есть в следующем, получается, в четвертом ряду будет 32 петли, в пятом ряду 40, в шестом 48 и так далее. И количество петель между прибавками в каждом ряду будет увеличиваться на 1. Соответственно, сейчас в четвертом ряду буду делать прибавку в каждом третьем, в каждой третьей петле. И таким образом вяжем наш круг до необходимого размера. Так, воздушную петельку я уже сделала. 2 одинарные петли и в третьей петельке прибавка. Снова 2 одинарные и снова прибавка. Так, не забываем считать петельки, чтобы не запутаться. Итак, я связала свой круг. Он у меня, конечно, получился не совсем идеальный. Видите, такой немножко угловатый, потому что я прибавки делала петля в петлю. Если делать идеальный круг, то нужно прибавочки смещать хотя бы на 1-2 петельки, то есть делать их не в каждой петле, не в одной и той же петле в каждом ряду, так как я вяжу как раз в мастер-классе по шапке-ушанке. Но в данной модели здесь нет ничего страшного, так как пряжа такая
а, очень толстая, пушистая, этого будет не видно. И сейчас, когда свяжу несколько рядочков без прибавок, это все выровняется. А далее окружность моего круга равна 54 сантиметра где-то примерно. Так, вот точно 54 сантиметра. Так, как я уже говорила, делаем круг окружностью на несколько сантиметров меньше, чем окружность головы. Мой круг получился из 8 рядов, и на окружности у меня сейчас 64 петли. А дальше буду вязать все, в принципе, точно так же, только без прибавок. В каждом ряду буду считать петельки, то есть буду пересчитывать все 64 петли. И свяжу таким образом сантиметров 10-12. Смотрите, связала несколько рядочков и сделаю измерение, чтобы понять, вписываюсь ли я в размер. Вот так вот по внутреннему краю сейчас обмеряю окружность. Так, ну вот у меня где-то 58 сантиметров. Как раз получается окружность моей головы. Ну, то есть понятно, да, что внутренний размер вашей шляпки должен быть равен окружности головы. Итак, я связала 12 сантиметров. Вот так вот сейчас измерю. Смотрите, от стола до верхнего края, ну, почти 12 сантиметров, где-то 11,5. Сейчас эта шапочка, если надеть на голову, то она закрывает где-то 1 сантиметр ушной раковины, где-то вот на таком уровне. Все, теперь я буду переходить к вязанию полей. И для этого я уже, смотрите, распределила прибавки, которые я буду делать. И, ну, собственно, сейчас я продолжаю вязать круговыми рядами, только буду делать по 4 прибавки в каждом ряду. Вот смотрите, прибавки буду распределять равномерно по кругу, но в каждом ряду я буду их смещать. Например, вот сейчас, да, я сделаю прибавочки вот на этих местах. В следующем ряду я уже буду делать вот здесь и вот здесь, чтобы они у меня не попадали петля в петлю, чтобы не было такой же ситуации, как на макушке, чтобы не было вот этих углов. И свяжу я так несколько рядочков, ну, рядочков 5-6. Итак, я связала 7 рядочков. Сейчас у меня на окружности 92 петли, и на этом я решила остановиться. Смотрите, по поводу прибавок. Я провязывала ряд, и прежде чем начинать вязать следующий ряд, я переставляла маркеры на те места, где у меня будут прибавки в следующем ряду. Вот таким вот образом ориентировалась. Так, общая высота шляпки, вот если вот в таком положении ее измерить, у меня получается 17 сантиметров. Отрезала ниточку и хвостик прячу просто вот здесь вот между петельками. Ну, вот, собственно, на этом шляпка готова. Я не делаю никакую влажно-тепловую обработку, то есть вот в таком вот виде шляпку уже можно носить. Но я постирала шапку-ушанку, которая у меня связана из такой же пряжи в одном из предыдущих видеоуроков. И она абсолютно стопроцентно удачно прошла этот тест. То есть я ее стирала в машинке с жидким моющим средством. И шляпка, ну, просто вообще не изменилась по внешнему виду, не деформировалась. В общем, с ней все хорошо. Это видео либо уже на моем канале, либо я его загружу в ближайшее время, либо его можно посмотреть у меня в Инстаграм. Я надеюсь, что мой эксперимент вам понравился, хотя я еще не поняла сама, удачный он или нет. Ну, в общем, в любом случае ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал.
И спасибо за просмотр. Всем пока-пока.